Такой колорит. Друзья, привет, я Альбина, и я все еще блогер. Я нахожусь все еще в Турции, в городе Мерсин. Приехали мы на рынок в Чарши. Чарши в переводе с турецкого – это торговая улочка с магазинами, базар. Рынок, очень большой. Магазины вещевые, ювелирные, кафе, магазины техники, магазины все для дома, конечно же, и магазин рукоделия. Сели мы на маршрутку из района Арпач-Бакшиш и ехали примерно где-то час. Ольга, автор этой картины, заказала себе рамку. И Оксана, автор этой картины, заказала себе рамку. А я просто красиво рядом постою. Прям как-то развивается комплекс неполноценности. Но зато я блогер. Интересно понаблюдать за процессом. А как вам эта картина? Мастера быстро управляются со своей работой. Ты рисовать будешь? Да? Я начинаю. Да. Видимо, у художника назревает план еще что-то написать. Ведь именно когда художник использует краски, он создает живопись, то есть пишет. Надо же, даже с подсветкой. Nerede göremedim. Hah buradaymış. Вау. А в этой лавке продаются брендово-фейковые сумки. Раньше Чарши был местом протяжения местных жителей. Здесь люди встречались, общались, проводили время с семьями. На старинных улочках, со старинными домами, со старинными балконами. В Узбекистане тоже так продают сухофрукты. Еще не знаю, как здесь, но в Узбекистане принято сначала попробовать каждый вид сухофруктов, а потом только купить или не купить. Старинный балкончик прям выделяется на этой улице. Интересно, кошки не покушаются на эти колбаски? No problem. Tamam. Number one, madam. Number one. After this one. Number two. Come. Yok. Anal test, no problem. Половинку, да. Такой колоритный. Я никогда не пробовала на улице каштаны. Вот этот ряд целое золото. Здесь же в ювелирных лавках можно поменять валюту. Обратите внимание, старинные эркерные балконы, как в Германии. Здесь же и мечеть. В Турции много мечетей. Это очень удобно. Не пропускаешь намазы. Но это говорит о том, что местное население молится. Так оригинально обыграли фонтанчик с питьевой водой. А что творится на площади? Столько голубей. Вода специально для них.
Полное шоу. Все такие зеленые. Да, да. Воротнички у них такие горлышки. Переливается, да? Вот чай же попьем. Кнопка не работает. Подходим мы к набережной, откуда можно будет увидеть крупный порт Мерсина, второй по величине в Турции, после Стамбульского. К порту ведет железная дорога Адана-Мерсин. Кроме того, в порту Мерсина расположены почтовое отделение, гостиницы, прачечные, аптека, душевые комнаты, рестораны, больницы, банки, мастерские по авторемонту. И сам порт является одним из самых важнейших в Средиземноморье. Он обеспечивает импортно-экспортные операции для всей Юго-Восточной Анатолии, а также является транзитным центром для торговли со странами Ближнего Востока. Представляете, в 1841 году Мерсин был небольшой рыбацкой деревней. Так он разрастался и в 1865 году стал городом. Самый длинный набережный в Турции – 321 километр. Несмотря на протяженную береговую линию, соседство с таким большим портом делает неудобным размещение пляжей в черте этого города. Благоустроенная набережная здесь лучше подойдет для продолжительных прогулок под пальмами. И отдыхающие предпочитают соседние районы и ближайшие населенные пункты для пляжного отдыха. Например, это залив Нарлыкую с прохладной пресной водой, пляжи районов Селевке и Эрдемли. Или же отправляются на отдых на Северный Кипр на пароме. Развитие торговли хлопком с Америкой и другими товарами в дальнейшем укрепило экономику Турции и сделало Мерсин значимым для торгово-промышленного сектора страны. А вы знали, что большая часть жителей города – это молодежь до 30 лет? Это обусловлено наличием больших возможностей образования в Мерсине. 3 крупных университета и множество школ с высоким уровнем преподавания. Образование ценится во всем мире и принимаются в Америке и в Европе, и дипломы не нужно подтверждать. Мы сели на автобус, чтобы доехать до самого крупного торгового центра в Мерсине – Форум. Впереди виднеется белое здание – это музей Ататюрка. Сам Ататюрк заглядывал в Мерсин лишь один раз. Пожил там около 10 дней, и с тех пор это здание стало музеем. Там можно будет увидеть комнаты с обстановкой, когда жил там Ататюрк, личные его вещи, и также старинные фотографии. Турки очень любят Ататюрка. Он считается отцом всей нации. И 17 марта отмечают день прибытия Ататюрка в Мерсин. Особое внимание отводится таким традиционным праздникам, как День независимости 3 января, и фестивалю цитрусовых в ноябре. В эти дни город украшается, нарядные жители активно участвуют в праздновании. А еще каждый год, начиная с 2001 года, 20 дней апреля и мая отводятся международному музыкальному фестивалю, собирающему участников из разных стран.
Вот так в Турции принято заносить мебель или выносить ее при переезде. Пижама, кстати, там интересная такая зеленая. Впереди виднеется торговый центр «Форум». С виду он такой, как бы маленький, а внутри, поверьте, огромный. Додо пицца, она была и в Москве. Вот так близко снять. Горные нарциссы 25 лир. Мы уже находимся на территории торгового центра «Форум», на открытой площадке. Это даже и лучше, будет больше кислорода. Зайдем в магазин «Зара». Какие карго? Вот карго с такими. С карманами? Да. Да. Стоимость какая у него? 3600. Да. Сниму вам общий вид, чтобы вы имели представление и обратили внимание на марки магазинов. Это первая часть торгового центра, состоит из 2 этажей. Потом надо пройти через мост, и будет уже вторая часть магазина. Во второй части торгового центра 3 этажа. На 3-м этаже находятся кафе, рестораны, в общем, фудкорт. Надо же, здесь и магазин Diamond, знаменитый в Германии, обувной магазин. Какие-то они немножко грубоватые. Ну, они прикольные, они спортивные. Здесь и мадам Коко. В общем, нижний этаж, все для дома. Постельное белье, посуда, халаты интересные, качественные, хлопок. Эх, мне скоро улетать, чемодан переполнен. А как вам такие оригинальные елочные игрушки? Здесь и магазин Чиба. Да-да, в магазине Чиба можно купить одежду и товары для дома, не только ароматный кофе. Местные кожаные изделия, мужская куртка, 10 тысяч лир. Здесь же и обувь, и сумки можно купить. Здесь же и знаменитый немецкий магазин «Россман». В общем, что заканчивается на «ман», имейте в виду, значит, эти магазины есть в Германии. Хоть мы и дамы, но мы приустали от такого количества магазинов. Попили кофе, пообщались и обратно поедем в Арпач-Бахшиш. Художник Ольга пригласила нас к себе в гости, и вот такой у нее замечательный подъезд в доме. Даже камеры, видишь, у них есть наверху. Да, даже камера. Друзья, я, конечно, знала, что Ольга талантливый художник, но чтобы настолько не могла не пройти мимо, сниму вам подробно каждую картину. И она говорит, что у нее еще есть. И я, наверное, напрошусь к ней еще раз и возьму у нее интервью. Кстати, эти картины можно приобрести. Если что, пишите в комментариях.
А из окна не менее красивый вид на море. А вечер мы провели в теплом кругу с соседями из разных стран в нашем прекрасном комплексе.